посмертный аутинг — это плохо или это нормально? Мгм. И вообще является ли это аутингом? Почему нельзя говорить, чтобы родственникам было комфортно? Почему ты должен это терпеть? Вот это вот, да, это такая дилемма. Перевоспитать ты их не перевоспитаешь. Ну хорошо, нет, я могу. Ну, давай. Я могу. Это другое. Это равнодушие. А в том числе и потому, чтобы не потакать гомофобности Вот, общества. я хочу сказать, что Мне это кажется, что вот потакание это вот- гомофобии. Не могу очень долго принять ситуацию, что вот я нужен был, а теперь я не нужен. А в однополых семьях бывают дети. И бывает продолжение рода. И бывают свои биологические дети. Ну, я уже не помню. У меня такое ощущение, что у меня такие одни отношения в жизни были. Ну. Отстаньте уже. Отстаньте уже от людей. Нам там срочно нужно бежать, Рожать. рожать. Да. 3, 2, 1, поехали. поехали. Привет. Привет. И всем, кто нас слушает и смотрит, забыл слова. Всем, кто нас слушает и смотрит, тоже привет. Начинаем наш подкаст, очередной эпизод нашего подкаста, который называется «Открытые уши». Открытые души. И мы продолжаем разговаривать на темы, которые нам интересны, но к которым мы заранее не готовились. Напоминаю, что каждый из нас готовит какую-то тему или две, и мы здесь уже начинаем ее перетирать. Мы опять будем камень, ножницы, бумага, или начнешь первый ты? А кто в прошлый раз начинал? Я первый начинал, А по-моему. ты хочешь прям, чтобы я начал? Ну да. Или начал? Или то и другое. Ну хорошо, нет, я могу. Ну, давай. Я могу. Мне кажется, что у меня очень странная тема. На самом деле, я как-то не то, чтобы я вдохновился, а мне пришла она в голову, и когда вот я ездил в офис дважды на этой неделе, мне пришлось побывать в офисе, я обычно работаю из дома, а тут поехал в офис, и мои наблюдения за окружающим миром привели меня к неким размышлениям. В том числе, кстати, и даже какие-то события в офисе недавние тоже заставили меня об этом задуматься. Я сейчас расскажу про те случаи, про которые я задумался, и у меня в этой связи есть ряд вопросов к тебе, и, может быть, к нашим жрителям. Жрителям. К нашим Жрителям и зрителям. жрительницам. Да, к нашим зрителям в том числе. Жрители у нас на другом канале. Да, кстати. А жрители там. Вот, соответственно, наблюдения такие. Ехал я в поезде на работу, в офис, и... нет, уже с работы ехал, ну, неважно. Ехал в поезде, и рядом со мной ехал молодой человек, который достаточно расслабленно поднял ноги и положил его... Поезд был, вагон был полупустой, он положил ноги прямо на сиденье. Ну, не знаю, ему, мне кажется, 20 лет еще нет. И вот он обувь свою, а на улице грязную, снег, все дела, зима, закидывает прямо на сиденье рядом со мной находящееся. Он сидит напротив меня по диагонали, и вот закидывает ноги на сиденье. И я вот сидел, я работал за компьютером, что-то там код писал или еще что-то делал. И вот у меня была дилемма. Высказать мне ему, что вряд ли это стоит делать, или все-таки, наверное, он понимает, что так делать не надо. И я еще обратил внимание, что через проход сидел еще мужчина в годах, не знаю, лет, наверное, 50 ему плюс-минус. И он тоже так, я вижу, за взглядом слежу, он смотрит на молодого человека, смотрит на его ноги, и вот, и не нравится ему. Но вот стоит сказать или нет? Стоит ли проявить инициативу в данном случае, наверное, и сказать, типа, вообще так делать не стоит, потому что здесь мог бы я сидеть, я не хочу сидеть на грязном. Почему вот такое неуважение к другим пассажирам? Вот ты бы сказал? Если мы говорим о стране, в которой мы сейчас, то здесь, наверное, ты в редких случаях услышишь в чью-то сторону какие-то поучения, какие-то воспитательные беседы. Я тоже я скажу, как для меня это закончилось вот в тот раз, что я не стал ничего говорить. Ты думаешь, что ты ему сейчас все объяснишь, и он такой скажет: ну да, я был неправ, простите, пожалуйста, извините, я больше так делать не буду, потому что это кстати, неправильно. Возможно. Что, кстати, возможно. Но не гарантированно. Потому что там тот же сидел, чуть подальше потом сидел молодой человек, который тоже но он, по крайней мере, не просто обувь положил на сиденье напротив, а он положил свой рюкзак, положил сверху этого рюкзака ноги. Здесь многие так любят сидеть. Но он при этом очень громко разговаривал по телефону.
И вот так вот развалившись, и на весь вагон беседую на весь вагон. Тут не поймешь, что больше беспокоит, ноги или телефон. Хотя верхняя половина вагона, там же 2 этажа, а верхний этаж, он тихая зона. Там нельзя разговаривать по телефону, потому что люди себя читают, кто-то отдыхает, кто-то там что-то, но там такая тихая зона, там нельзя. Так. Ну вот он тоже как бы без уважения к Гриша общественности. наскучил. Гриша, да, он подумал, что вот что про вагон тут какие-то. Тут самое главное, наверное, то, что ты упомянул, на что я в других случаях не обратил бы внимания, потому что в Канаде достаточно чисто. И, в принципе, там, пройтись по дому в уличной обуви или даже завалиться куда-нибудь на диван в обуви зачастую не является какой-то проблемой, кроме тех дней, когда действительно на улице бывает мокро, грязно. И вот эти вот грязные ноги, конечно, мне бы тоже не понравились. И, наверное, если бы очень сильно меня это беспокоило, и если этот человек сидел бы прямо рядом со мной, наверное, я бы сказал, наверное, я бы сделал замечание. Вряд ли я бы его перевоспитал. Наверное, я постарался бы как-то сделать это мягко, попробовав объяснить, почему так не стоит делать. Возможно, как-то получилось бы донести мысль. Опять же, наверное, это был бы какой-то исключительный случай, потому что я так обычно не делаю. Я не стараюсь перевоспитать всех вокруг. Мне не нравится, когда вокруг там меня может кто-то материться или как-то вести себя так, как я бы не повел, закидывая опять же ноги. Но, наверное, я бы сделал замечание. Как и сделал бы замечание, например, там в кинотеатре, если кто-то бы закинул ноги на кресло, которое находится рядом со мной. Или там, не знаю, начал бы громко разговаривать, потому что это мешало бы мне. Если бы это сильно мешало мне и сильно меня беспокоило и уже нарушало бы... Цыкнул бы на них. Я бы, наверное, что-то сказал. Не знаю. Мне так кажется. Вот первое, что... Опять же, ключевое здесь, это то, что ты сказал, ноги грязные. Я сразу это живо представил, и мне это не понравилось. Потому что если бы этой ремарки не было, возможно, я бы сказал, что может ноги... быть и окей бы, а зимой, мне кажется, что это все-таки такое... Вот не я не стал говорить, потому что я тоже подумал, что, а что я в результате чего я сейчас добьюсь? Перевоспитать его? Наверное, мне, не понравилось, если меня кто-то перевоспитывал, может быть, и он тоже не впечатлился бы. Но вот мужчина, который сидел напротив, тоже в результате ничего не сказал. Здесь, наверное, если ты хочешь какого-то суперкомфорта, то есть ждать от людей, что они перестанут, скажу как есть, вести себя как свиньи, не обижая свиней при этом, да? Так, фигурально выражаясь. Если люди перестанут ждать от них, что они перестанут себя вести так, что они одни, там, в этом вагоне или в этом мире, и все вертится вокруг них, и будут думать о ком-то другом, если все люди. Потому что, наверное, в Канаде все-таки, как-то распространено вот это вот, думать о других, думать об окружающих, но не у всех. Ждать это от всех, наверное, невозможно. Наверное, здесь работа родителей, там, учителей, кого угодно, с кем росли эти люди, кому не донесли, что там разговаривать громко в общественных местах — это не очень хорошо, закидывать грязные ноги на кресло — это не очень хорошо. И, наверное, если в этом случае тебе хочется комфорта, можно сесть в свою машину, да? Да. С другой стороны, почему ты должен это терпеть? Вот это вот, да, это такая дилемма, которая в результате перевоспитать ты их не перевоспитаешь. Создать конфликтную ситуацию ты однозначно создашь. Весьма вероятный исход. Негатив. Вот и этого как раз не хочется. Да, негатив, прежде всего, негативные какие-то эмоции испытаешь и ты сам. Да, вот это и есть наказание за ту самую инициативу. Для меня, наверное, главным фактором является, насколько это меня беспокоит, насколько это мне мешает. Если, например, в кинотеатре, я хочу досмотреть этот фильм, я заплатил за это деньги, и кто-то, разговаривающий рядом, или закидывающий ноги на мое кресло, или пихающий мое кресло ногами, мне мешает. Да. Я, наверное, скажу. Но в следующий раз я пойду в кинотеатр, наверное, не скоро, и только на тот фильм, который действительно стоит смотреть на широком экране. Я не люблю именно по этой причине ходить в кинотеатр, потому что люди свиньи. Да. Я тоже всю дорогу ехал и думаю, как вот так вот, понимаешь,
либо поддаться каким-то негативным, с одной стороны, эмоциям. Вот я осуждаю этого молодого человека. Вообще, кстати, на самом деле говоря, в данном случае конкретно этот пример, молодой человек с его ногами или там молодой человек с его телефонным разговором, это такие гипотетические ситуации, которые реально произошли. На самом деле, эта тема растяжимая на многие-многие понятия, на многие-многие ситуации в жизни. И вот поддаться мне каким-то негативным эмоциям, этому порыву и сказать ему, высказать, типа, что, наверное, не стоит так, потому что здесь кто-то будет сидеть. Кстати, правда, ты прав, я достаточно часто такое вижу. Но в поездах, наверное, не так часто, как часто, например, в Торонто в трамваях. Там гораздо больше этого происходит. Уж не знаю, по какой причине, но... И вот ситуация, либо ты сидишь, вот сколько ехать там почти час, либо ты, если ему до той же станции, что и тебе, час тебя коробит, и ты смотришь на эти ноги, они никак не убираются. Кстати, он их потом убрал, но потому что просто стало неудобно сидеть, мне кажется. Ну, либо все-таки сказать, и если будет негативный исход, то потом и сидеть и думать, зачем я вообще рот открыл? Мне кажется, что здесь нужно попробовать, если ты уж решился сказать, тоже, знаешь, игнорировать все вокруг, наверное, тоже не совсем правильно. Но если уж ты решился на это сказать, то попробовать сделать эту ситуацию минимально негативной. То есть всю свою какую-то дипломатичность вложить это и объяснить, почему. Ну, то есть как-то диалогом это, не просто каким-то сухим замечанием. Ай-яй-яй. Так делать нельзя. А как-то попробовать объяснить и как-то какой-то диалог. Если просто замечание, 100% оно вызовет какую-то ответную агрессию, и ты в результате своими негативными же эмоциями снова будешь облит и будешь сидеть до конца этой поездки. Два варианта. Либо уйти, пересесть куда-то, что тоже, наверное, неправильно. Либо попробовать как-то мягко объяснить, что грязно на улице. Сюда кто-то еще сядет. И мне кажется, что в большинстве случаев это может сработать. Попробовать мягко как-то объяснить. Например, во вторую мою поездку, я тоже ехал, по-моему, обратно уже, и прямо у меня за спиной сидела женщина, которая очень-очень громко говорила по телефону, и люди, которые сидели в соседнем, типа, знаешь, как купе, там такие по 4 кресла друг на друга смотрящие, и они сидели в соседнем купе. И они такие смотрели, никак не понимали, откуда же это. Они увидели ее, встал молодой человек, подошел, предложил ей говорить потише, видимо, и вернулся, она немножечко утихла. Что он там уж не сделал, я не знаю. Когда... С ногтями? С ногтями, когда женщина пилила ногти. Когда мы во Франции ехали, в поезде, и это было невозможно. Это было слышно на весь вагон. Вот она сидела, пилила свои ногти. Пилила. Мы в этот момент даже что-то позавтракать взяли. Ну, конечно, никакого аппетита во время пилёшки ногтей. Еще пятки там начала пемзить, да? Но вот мы не сказали. А женщина, которая сидела перед ней, она сказала. И надо сказать, я этой женщине бесконечно благодарен, потому что мы слушали только четверть пути пиления ногтей, а оставшиеся... Да, мы видели просто недовольное лицо этой женщины, которой сделали замечание, она искренне не понимала, почему, но ногти свои пилить перестала. А так вообще, конечно, это, как я говорил, это... Наблюдение, оно растяжимо на многие-многие вещи, в том числе на то, что мы с тобой обсуждали перед этим, потому что, знаешь, могут происходить какие-то относительно безобидные вещи, которые ты наблюдаешь, по которым ты можешь высказаться или не высказаться, как там, ноги задранные на кресло, или женщина с ногтями, или телефонный разговор, а могут происходить какие-то гораздо более страшные вещи, что на кого-то нападают, кому-то грубят и кому-то хамят, и это... И я понимаю, что мы в этой ситуации, например, не промолчали бы, но... Есть гораздо более грустные ситуации, когда кому-то могут хамить, кого-то могут избивать или еще чего-то, и люди все отвернутся, люди отворачиваются. Нет, вот эта ситуация, это для меня на самом деле самая страшная ситуация. Это другое, это равнодушие. Люди боятся того самого наказания, люди боятся, что они сейчас откроют рот, и им самим, они сами огребут. Но если их много, но это ведь ужасно на самом деле, когда кого-то начинают доставать, в том же автобусе, а весь автобус просто отворачивается. Здесь, кстати, редко такое бывает. Здесь с большей вероятностью кто-то вступится, но когда вот смотришь на вот эти вот равнодушные лица, когда это происходит, и кого-то еще и начинают, может быть, даже избивать, и никто не вступается, а все просто отворачиваются в окно, это ужасно. Много таких случаев каких-то сейчас там в сети, появляется, то там, то тут. Нет, вот такое равнодушие, это ужасно, это отвратительно, и это страшно.
Мне кажется, что это совсем другая история. Здесь даже Да-да, не, я согласен. не в инициативе, которая 100% будет наказуема, Да. ты 100% и тебе прилетит, но не сделать этого нельзя. Не заступиться в этой ситуации. Да за кого угодно, слабого, не слабого, неважно. За того, за кого ты считаешь нужно заступиться в этой ситуации, кто ждет этого, зачастую ждет. Ведь тоже в этой ситуации человек, когда находится, он начинает искать глазами, кто же в результате скажет хоть Кто слово. поможет. А бывает, что никто не говорит. Нет, это ужасно. Мгм. Вот это ужасно. Здесь нужно говорить, здесь нужно вступаться, здесь нужно причем делать это всем вместе. Не просто кто-то должен встать один и подойти там сказать, перестаньте разговаривать или там уберите ноги, а здесь должны как-то массой тоже брать люди. Ну Это да. должно быть у всех. Да. А здесь, наверное, такие вот ситуации, закинуть ноги или разговаривать, это, наверное, это нарушает твой комфорт, это неприятно, конечно, но, опять же, это так же, как там, летать в самолете и там не хотеть контактировать с людьми или делить с ними подлокотник, или... Ты вступаешь в подлокотник? Ой, все зависит от ситуации. Если я вижу, что человек сам ведет себя, как-то так с подлокотником и со мной внимательно, то есть не старается, вот прям вот заявить свои все права на этот подлокотник, да, выпихивая меня, если нет, то я тоже тогда свои локти делаю максимально острыми, не знаю, так вот у меня срабатывает. Я тоже начинаю быть дико вредным. Но вообще я стараюсь, да, чтобы всем было удобно. А я обычно, я, наверное, просто, поскольку, в принципе, я широкий, и мне это здесь, знаешь, я так сижу, думаю, я могу не класть локти, у меня кресло здесь широкое, а в самолете кресло узенькое, поэтому я, в принципе, даже если с этими локтями на подлокотниках сижу в стесненных обстоятельствах, но обычно я как-то так стараюсь компактно сложиться, чтобы уже долететь, выйти и расправить все, что было сложно. Но у меня, на самом деле, есть еще небольшая тема для обсуждения, которую мы, на самом деле, либо можем оставить на конец, когда мы будем обсуждать какие-то сериалы или еще чего-то, что мы посмотрели или что надо посмотреть. Наверное, так и сделаем. Я тогда это упомянул. Тогда моя очередь, да? Давай. О чем ты хотел поговорить? Моя тема будет вытекать из предыдущего нашего подкаста, где мы говорили про аутинг, и так совпало это с тем, что в сети сейчас очень много обсуждений относительно известного российского фотографа Дмитрия Маркова, которого уже нет в живых, и о нем вышла книга, где поднимается тема его сексуальной ориентации, приводятся факты относительно его гомосексуальности, и вот тут общество разделилось на две части. Посмертный аутинг — это плохо или это нормально? И вообще, является ли это аутингом? Мне кажется, что посмертного аутинга не бывает. Вообще, вернемся, опять же, к предыдущему подкасту. Мы говорили там про аутинг. Если интересно, посмотрите, что такое аутинг. И какие-то несколько слоев мы этой истории неприятной задели, переговорили об этом. Аутинг, прежде всего, нарушает безопасность того, кого аутят. Особенно, если это касается сексуальной ориентации, а мы говорим сейчас именно об аутинге в этом ключе. Можешь ли ты нарушить безопасность того, кого уже нет? На мой взгляд, наверное, уже нет. У меня тоже первая реакция такая, нет, ему же какая разница. Когда говорят о том, что это каким-то образом заденет его близких, камон. Это, опять же, тогда уже какая-то другая сторона гомофобии. Заденет почему? Потому что окружающие что-то не так подумают или что-то им скажут. Но если этот человек таким был, даже если, может быть, он об этом не говорил, это уже можно говорить как о написании биографии, где, наверное, нет каких-то вещей, которые нужно было бы скрывать, если мы говорим о человеке, описывая его личность, а это является его идентичностью, конечно. Да, в том числе, которую он скрывал, опять же, беспокоясь о своей безопасности и живя там, где это напрямую может быть связано с угрозой, в том числе и для жизни, и для деятельности, к ограничению свободы может привести, многим-многим вещам. И понятно, почему это при жизни многие скрывают. Мы об этом тоже говорили. Но когда тебя уже нет, тебе по большому счету все равно. Даже как-то говорят, вот он смотрит оттуда, и что он... мы не знаем.
Может, Смотрит он радуется. оттуда. Может быть, он радуется, что в результате сейчас он уже этого скрывать не должен. Ну и, наверное, это да, это скорее написание биографии, где, наверное, утаивать какие-то вещи было бы неправильно. Ведь мы знаем про Нуриева, ведь мы знаем про Чайковского. Вряд ли это было достоянием общественности, а не только какого-то близкого круга. Но когда мы говорим о биографии, когда мы хотим вписать этого человека в историю, в данном случае речь идет о книге о Дмитрии Маркове, мне кажется, опускать этот факт было бы неправильно. Ты что думаешь? Ну, знаешь, я там видел, кстати, тоже разные мнения на этот счет, надо или не надо, и кто-то говорит, что надо подождать, пока дети, его непосредственные дети и родственники какого-то первого эшелона, скажем так, не знаю, как назвать. Типа, пока они живы, нельзя открывать, а потом уже как-то можно. Но мне кажется, что... Я с тобой согласен. Ну, а мне кажется, ему какая разница уже? Ему точно разницы Ему уже нет. Какая разница? Вот он уже не в этом мире. А как на родственниках это может сказаться? Ну, только в том ключе, что кто-то что-то подумает или кто-то им что-то скажет. Ну, слушайте, тут нужно принимать гомофобность общества и потакать ему в этом. Потому что, ну, каких-то санкций, примененных к ним, уже в этом ключе точно быть не может. Ну, нет уже человека, кому можно было бы это предъявить. Нельзя его уже обвинить в пропаганде. Ну, нельзя уже. Этот факт тоже имеет значение для того, чтобы описать личность, потому что, повторюсь, опять же, это часть идентичности. Я с тобой согласен. Напоминаю тоже эту ситуацию, что почему нельзя говорить, чтобы родственникам было комфортно, как отдаленно напоминает, наверное, что-то у меня сегодня связываются несвязуемые вещи. Как вот мы фильм с тобой смотрели, мы, по-моему, обсуждали, если здесь не на подкасте, то обсуждали с друзьями, что Bird's Cage, вот эта вот клетка для птичек, что там ситуации, когда нельзя раскрывать идентичность кого-то не потому, что человек закрытый, гей, не открытый, а потому что, чтобы другим вокруг было комфортно. И когда, например, сын просит отца не говорить о его сексуальной ориентации для того, чтобы сделать какую-то видимость, что все в порядке перед кем-то еще, опять же, фраза «все в порядке» в кавычках, потому что очевидно, что что-то не в порядке, если такая ситуация происходит. Так вот и здесь нельзя раскрывать уже посмертную ориентацию человека для того, чтобы кому-то еще было комфортно. Ну, ему тоже какая разница, это его ориентация. Я здесь, наверное, больше склоняюсь к тому, что это часть идентичности, и даже не просто потому, что уже все равно ему, а в том числе и потому, чтобы не потакать гомофобности общества. Вот, я хочу сказать, что это потакание гомофобии, фактически. Не говорить, потому что это каким-то образом... где-то будет некомфортно. Это потакание гомофобии. А почему это, вам должно быть некомфортно, что кто-то тот, кто он есть? Да, это гладить гомофобию по шорстке, конечно, боясь нарушить... спокойствие в этом гомофобном обществе, когда, в той ситуации, когда уже можно этого не делать, потому что, ну, нет уже опасности и угрозы для жизни и свободы самого Дмитрия. И в этой ситуации как раз вот тот случай, когда, да, аутинг — это плохо при жизни, да, камин-аут — это выбор каждого, и понятно, почему многие закрывают себя в шкафу. Но именно в этом случае, как мне кажется, потакать гомофобии не нужно, и важно рисовать картину максимально правдивыми красками. Такой спорный вопрос, и я понимаю, почему он спорный, и я где-то готов согласиться с какими-то доводами, а с какими-то абсолютно не согласен, вот, в том числе и с вот этим самым потаканием гомофобии. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Бывает ли аутинг посмертным, или это все-таки раскрытие какой-то информации, которая помогает понять глубину человека. Ведь тоже он с этим жил, тем он более это скрывал. Художник. Да, для художника, для любого человека это важно. Это тот факт, который он при жизни скрывал, опять же, по понятным причинам. В том числе опасаясь за свою безопасность. Который в том числе повлиял на его какую-то деятельность, и, может быть, на отчасти и на не совсем счастливую судьбу Дмитрия. Если кто-то знает о Дмитрии, знает и о том, как закончилась его жизнь, напишите в комментариях. Интересно. Еще какая-нибудь тема у тебя есть? Потому что у меня есть, но давай чередовать. У меня больше такая тема из визуально-аудиального характера. Мне кажется, ты знаешь, о чем я буду говорить. Нет. Но
Я вот тут на днях спросил у нашего друга общего, не будем называть имен, но у него руки большие. И все сразу догадались. Как он смотрел ли он на Halftime Show, Супербол Halftime Show, как это правильно назвать? Выступление на... Перерыв. В перерыве между футбольным матчем Национальной футбольной лиги американской. И я, кстати, всех всячески приглашаю посмотреть. И, выступление Бэд Банни. Да, Бэд Банни, Леди Гага там была, и Рики Мартин. И в отличие от того, насколько нас со многих сторон это выступление зацепило, я бы так сказал, мне кажется, что просто нам многие-многие halftime-шоу мы смотрели, вот эти выступления живые, много-много уже лет подряд они выкладываются на YouTube, можно посмотреть, там была и Леди Гага миллион лет назад, и Майкл Джексон был, и Мадонна очень круто выступила, я пересматривал это выступление миллион раз. Конечно, не вживую она пела, но кому уж и нужно. И вот в этот раз, но в отличие от всех предыдущих номеров, ну не всех, я за все это говорить не буду, которые впечатлили нас там с музыкальной, с постановочной точки зрения, красивые костюмы, красивые пели, красивые песни, красивые люди, все прекрасно, все красиво, поздравляю, все прекрасно. В этот раз, помимо, вдобавок ко всему этому, к масштабу всего действия, которое в этот раз было организовано, к красоте, к идентичности, в дополнение ко всему этому, столько было посланий и столько было раскрыто по поводу, раскрыто того, что делает, как правильно сказать-то, раскрыто именно самой вопрос идентичности и истории страны, и истории того места, откуда артист происходит. Но это был такой стейтмент, это было заявление, даже в какой-то степени протестное заявление нынешней ситуации в Соединенных Штатах, потому что Пуэрто-Рико является частью Соединенных Штатов. Да. Вот меня, наверное, в первую очередь зацепила вот эта история. Знаешь, я такой интересный комментарий читал. Человек пишет, что когда он посмотрел, он ничего не понял. Ни про вот эти вот электрические столбы, ни про... Тростник. Да, большую часть того, что там показывали, он не понял. Но это заставило его пойти в интернет и поинтересоваться. Почему это? Не быть, как это называется, ignorant bitch, а пойти и поинтересоваться, почему это показано было. И почему это так? Там да. столько деталей. А кто-то ограничился тем, что мне просто не понравилось, потому что я ничего не понял. Потому что, да, во-первых, все на испанском, во-вторых, вообще ничего не понятно, что к чему. Резко негативная оценка того, что именно потому что было не на понятном языке, много каких-то непонятных символов, и людям лень пойти и поинтересоваться, почему это все было показано. Меня, на самом деле, настолько... Я не был поклонником и фанатом Бэд Банни, но мне кажется, после этого выступления становлюсь. Потому что я много и о самом артисте узнал, и о каких-то вот этих вот моментах, и как-то не знаю. Даже то, что там появился канадский флаг, и сказали Канада, как часть, в общем-то, Америк. Не только Соединенные Штаты Америки являются Америкой. Там как раз вот эти вот все флаги всех стран, которые есть в Южной, Северной, Центральной Америке, среди них и Канада, и в целом вот эта вот история Пуэрто-Рико. Очень крутое выступление. Мне нравится, что это было не просто музыкально-танцевальным номером, а это было таким отчасти протестом, который заставил о чем-то подумать и что-то новое узнать. Это ведь всегда здорово, узнать что-то новое, расширить какие-то свои границы. Но кто-то предпочитает этого не делать. А как уж там забурили говно в Америке во всех этих... Ну там же была какая-то альтернативная маговская какая-то вечеринка, да. Да, там с какими-то другими персонажами. Ну и слава богу. А говорят тебе об этой? Меня поразило количество деталей, количество каких-то месседжей, какие-то, как он построил те же самые декорации, даже его костюм, вот эта вот веревка, которой он подпоясан был, он обычно эту веревку на руке носит, он здесь ее в результате повязал, тоже свои символы, эти электростолбы, которые ты говорил, свои символы, которые о том, что в Пуэрто-Рико проблемы с электричеством бывает, там столько всяких деталей, и, знаешь,
поражает, насколько, как вот артист подошел к этому выступлению. Не с точки зрения показать там свое творчество, сделать, стать известным или еще чего-то, а вот именно историю своей культуры привнести и так ее показать. Весь мир об этом говорит. Это было очень круто. Очень круто. Он, конечно, очень крут. Поддерживает ЛГБТ-комьюнити и транс-комьюнити, и есть даже клип, где он в драг-образе. Я пересмотрел несколько его клипов, переслушал песни, какие-то мне понравились, какие-то я пока не пойму, потому что это не совсем мой стиль, но мне захотелось узнать больше. Появляются вещи, до сих пор появляются вещи, которые удивляют и которые расширяют, горизонт, кругозор, повышая уровень принятия разных каких-то сторон жизни, мира разного. Да. И вот мне кажется, что это как раз вот об этом было. Очень крутое. Поэтому мы всячески приглашаем всех, кто еще не видел, пойти посмотреть выступление. Ну это вот, да, к рубрике «Что посмотреть?». Да. Вот как раз можно, мне кажется, вот это вот в качестве сегодняшней рекомендации вполне себе. У нас да? так... Коротенькое, сколько там, 15 минут? Да, но это прям стоит того. Кажется, и стоит. если вы проникнетесь, то этим не ограничитесь, пойдете дальше смотреть про Bad Bunny. Да. И на YouTube много всего, да, что посмотреть. Вот. Но сначала досмотреть подкаст до конца. Следующая тема у нас будет скорее... Так, а где здесь Телеграм? Вот он, Телеграм. Да? Да. Следующая тема, она будет из разряда рубрики «Перетрем». Помнишь, мы обсуждали такую, предлагали нам писать какие-то истории. И вот здесь не очень веселая история. И можно на самом деле об этом отдельный какой-то даже эпизод подкаста записать. Но попробуем сейчас как-то вкратце, потому что очень захотелось что-то сказать для того, чтобы прежде всего поддержать человека. Пишет Дашуля, такой ник, Даша, да? Еще хотела подкинуть идею для нового подкаста, если эта тема актуальна, конечно. Связана она с личными переживаниями. Накануне Рождества меня бросила девушка. Думаю, что мне, да и многим другим помог бы совет, как пережить эту боль, как не терять надежду и продолжать дальше жить и как-то двигаться. На вашем канале 2 года уже, может, эта тема и затрагивалась где-то, но не могу быть уверена. Нет, тема эта не затрагивалась, потому что все, что мы можем говорить из личного опыта, мы говорили о дружбе, наверное, о таких переживаниях, а то, что касается личных вот этих вот разрывов, это где-то там далеко, в далеком прошлом, но и у тебя, и у меня были расставания до наших с тобой отношений, и были какие-то связанные с этим... назовем их так, не самые радостные полосы в жизни. Вот давай попробуем, не знаю, как-то поддержать и дать совет, как отпускать, наверное, как попробовать уменьшить эту боль, что себе сказать в этой ситуации. Я уже не помню. У меня такое ощущение, что у меня только одни отношения в жизни были, которые даже еще не были, а есть. Слушай, у меня... Мои, разрывы последние связаны именно с прекращением дружеских отношений. И здесь помогает только одно, из глаз долой, из сердца вон. И если человек, если люди не хотят с тобой ничего общего иметь, значит, что насильно мил не будешь, как бы ты, себя не изменишь, надо себя подстраивать под чьи-то ожидания, мне кажется, это не совсем то, что надо делать. По крайней мере, я для себя такие делаю выводы. Я очень тяжело людей отпускаю. Мы уже с тобой это обсуждали много раз, и мне очень много времени требуется, чтобы принять о том, что вот был человек у меня в жизни, а потом он исчез по собственной инициативе без объяснения причин. И я как-то не могу очень долго принять ситуацию, что вот я нужен был, а теперь я не нужен. И вот, такие ситуации у меня в памяти остались только дружеские какие-то, которые отношения разрывались. А вот с личными, даже и не знаю как. В твоем случае, наверное, такой рецепт — это время. Время, а получается, что, а как? Все время лечат? Вот у меня есть такая замечательная фраза, которую, я не помню даже, как она появилась в моей голове, но каждый раз я себе это говорю, чтобы было легче. И это работает. Что ушло, то не наше. Вот это всегда работает. Время всегда доказывает, что то, что ушло, действительно не было нужно. Потому что пришло потом что-то нужное. Потом пришло что-то нужное, а ты в результате к этому открыт, готов. И важно себе
говорить в эти моменты, что ты неплохой человек. Отношения — это такая хрупкая вещь, которую, да, нужно беречь, нужно хранить. Я не совсем люблю это выражение «работать над отношениями». Наверное, нужно трепетно к ним относиться, но в какой-то момент случается и так, что отношения сегодня есть, а завтра по каким-то причинам люди уже не хотят этих отношений. И вокруг нас есть такие люди, которые там заключили брак, у которых появились дети, но в результате пришли к тому, что они не хотят быть рядом, потому что открылись какие-то стороны друг друга, которые несовместимы с этими отношениями. И такое тоже бывает. И такое бывает сплошь и рядом на самом деле. И в этой ситуации очень важно себе говорить, что ты неплохой. Но просто жизнь так бывает устроена, что люди могут в какой-то момент быть очень близко и рядом, а даже завтра они могут быть уже совсем не близко, не рядом, и вообще не хотеть быть близко. Ну, иногда это бывает, знаешь, одностороннее, поэтому тяжело принять. Да, именно в этом случае нужно, наверное, говорить себе, что ушло, то не наше, и что будет... Банальные фразы «все будет хорошо», и как-то пытаться свою голову занять чем-то другим. Сначала это сложно, с каждым днем все проще. В какой-то момент ты просыпаешься и понимаешь, что уже не болит. И в какой-то момент и вы проснетесь, и уже болеть не будет, и уже не будет вот этого желания прокручивать это в голове с утра до вечера, искать, что вы сделали не так, потому что это самое последнее в этой ситуации, что нужно делать. Находить причину в себе. Нужно попробовать как-то себя замотивировать на то, чтобы двигаться дальше. Может быть, даже, знаешь, бывает, работает такая мотивация — быть лучше, чего-то добиться. Может быть, на каком-то раннем этапе доказать, что ты крут, что ты лучше, но не для того, чтобы вернуть человека, а для того, чтобы вернуть себя. Вернуть себя, а кто-то другой пусть грызет и кусает локти. Это тоже помогает. Но, конечно, наверное, главное лекарство в этой ситуации — это время все равно. Оно помогает отпускать, и вот он болит, с каждым днем будет болеть все меньше, беспокоить все меньше, а в какое-то волшебное утро вы проснетесь и через минуту поймаете себя на мысли, что это не было самой первой мыслью. Вот этот вот разрыв, расставание не было. А потом в этот день вы встретите человека, с которым проведете следующие 20 с чем-то лет. Потому что будете к этому готовы. Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо. Главное — верить, не искать причины в себе, не заниматься самобичеванием, пробовать найти что-то хорошее, как-то себя развивать, становиться в чем-то лучше. Сначала, может быть, даже, да, мотивация будет: вот я такая хорошая, я такой хороший, вот он потом посмотрит и будет кусать себе локти. А потом вы поймете, что это даже нужно не для этого, а для вас самих. И в одно прекрасное утро вы проснетесь уже без всех этих мыслей и без боли в душе и в сердце. Да. Вот. Да? Да. Но мне кажется, это такая долгая тема, о которой можно много говорить. Тебе там существенно упало покрывало. Да, у меня сползло. Кстати, сейчас подожди, расскажу об этом. Сейчас поправлю. Покрывало. Это, кстати, уже плавный такой переход к рубрике «Нам пишут». Кто-то в комментариях написал, что все настолько искусственно, даже вот эти небрежно наброшенные на кресло покрывала режут глаз. Вполне себе покрывало наброшены на кресло не просто так. У нас кошки в доме, которые подрали уже все эти несчастные кресла, когда они просто на них запрыгивают, они даже их специально не дерут, но у них когти, они подтягиваются. Покрывало прежде всего для этого. С ними покрывало, кресла будут страшные. На большей части мебели у нас небрежно наброшено покрывало. Ну и как-то так получилось, что... естественно, кстати, ничего не искусственно. И нам удобно так сидеть с этими покрывалами, мы как-то привыкли, поэтому и на подкастах не убираем, они у нас всегда здесь так, небрежно наброшены. И Лёша любит чуть ниже своего опускать, я задираю повыше, потому что я вот так вот все время верчусь, и мое все время сползает. Как вошь на гребешке. Ну, я бы попросил. Без сравнений. Так, ну что посмотреть? Мы посоветовали посмотреть на Бэд Банни, на выступление. Поэтому все-таки рубрика «Нам пишут». Пишет нам очередная черемыха, по всей видимости. О чем вы говорите? Какая любовь бывает между двумя мужчинами? Вы что, все свихнулись? Тогда пусть один из них родит. Если это нормальное, естественное явление, это главный аргумент, да? Чувство тошноты это вызывает, и всего лишь. Ну вот почему я решил обратить внимание на этот комментарий, потому что один из главных аргументов всегда — пусть родит.
А что, они могут разве родить? Ну, во-первых, и женщина. Не все, к сожалению, могут рожать. Не все могут родить. Те, которые хотят, и могут, мужчины, да. которые в гетеросексуальных отношениях, не все. Это дано далеко не всем. И это не делает человека полноценным или неполноценным. Ага. Да. А кто-то не хочет детей. Но вот нам часто вменяют вот это вот отсутствие продолжения рода и нежелание в продолжении рода именно по причине гомосексуальности. Хотя вокруг у нас очень огромное количество пар с детьми, да, и все у них в порядке. Женских однополых пар и мужских однополых пар, у которых дети, и даже не один ребенок, а двое. Есть много способов для того, чтобы у тебя появился ребенок, если ты этого хочешь. Вообще удивительно. Пусть родят, если это естественно. Да ни один мужчина, если уж на то пошло, родить не может. Даже гетеросексуальный. Даже гетеросексуальный. Ни один мужчина не может родить. Я вам сейчас вот открою Америку буквально. На текущий момент. Да, иначе там какая-то Нобелевская премия. Там как-то нет. Там или это Чарли Чаплин. Чарли Чаплин, $1 миллион, да, получит мужчина, который сможет первым родить. И хотели бы. Но потом мне кажется, что какое-то сообщение, если я правильно помню, там написано, о какой любви может идти речь. Почему сразу за любовью идет продолжение рода? Какие-то вообще разные вещи. Все в кашу, да. Есть люди, которые любят друг друга, но в сексуальные отношения не вступают. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Надо всех подадут к ребенку, чтобы все были, знаешь, такие штампованные. Любовь может быть разной. Кто там нам написал? Ума Магомедова. Ума Магомедова. Ума Магомедова. Любовь может быть разной. И если мужчина не может родить... Это не значит, что он не может любить. А в однополых семьях бывают дети. И бывает продолжение рода. И бывают свои биологические дети. Поэтому уже, слушайте, читайте книжки. Отстаньте уже. Отстаньте уже от людей. Знаешь, ты вот читал комментарии, я так думаю... Еще одна. Даже вот вступать в спор... Это не спор, но просто, не знаю, такие комментарии вот относительно детей сплошь и рядом. Да. Уже отвяжитесь. Это не самый главный показатель полноценности или неполноценности. Абсолютно. Это вообще не показатель. На слабо, типа, значит, вы любите... Попробуй роди, если ты естественный. И мы обладаем теми же репродуктивными функциями, что обладают и другие мужчины. И теми же возможностями. Поэтому перестаньте уже беспокоиться. Если вам там вот что-то вас свербит, уже пойдите и решите эту проблему. Перестаньте докапываться до людей. И читайте книжки какие-то. На этой позитивной ноте мы на сегодня будем завершаться, потому что нам там срочно нужно бежать. Рожать, да. Спасибо вам за ваши комментарии, которые вы оставите обязательно под этим выпуском. Тем много. Мы подкинули вообще разных тем. И мне кажется, тем интереснее становятся наши эпизоды, потому что очень много... есть такого покрывала разных много разных тем. И мало того, они еще и перетекают один в другой, такие флюидные, да, один с другим как-то соединяются. И мы потом читаем комментарии под каждым подкастом и что-то берем для следующего. Тоже ваши комментарии являются нашим вдохновением для будущих тем. Не только комментарии Умы. Нет. Это... На самом деле было несколько комментариев, на которые мне сегодня тоже хотелось ответить, и они были серьезные комментарии. Но у нас времени уже нет, хватило времени только на ответ Уме. А там 2 комментария, которые мы обстоятельно разберем, и это не для того, чтобы обтроллить, там действительно хорошая тема, которой мне хотелось уделить время, но оставим это уже на следующий раз. Хорошо. Поэтому рубрика «Нам пишут» — это не только для черемых и ум, она для разных вопросов. Это такая наша обратная связь, и просто на какие-то такие... серьезные вещи. Больше времени? Уже сегодня нет времени, да. Мы в следующий раз вернемся к комментариям, которые тоже хотелось бы обсудить. А пока закругляемся. Спасибо вам, друзья, за ваше внимание, за ваши комментарии. Лайки, пожалуйста, тоже не забывайте ставить. Это важно. Приглашайте сюда своих друзей, близких. И давайте там в комментариях общаться, продолжать наш разговор. Спасибо вам за поддержку. Еще раз спасибо за внимание, спасибо за ваши уши. Спасибо за ваши души. До новой скорой встречи. Пока. Пока-пока.